Всем привет! Сегодня хочу поделиться собственным мнением относительно рисования горшочков яблочек, и зачем все это нужно. Потому что я заметила такую общую тенденцию, я уже об этом говорила, о том, что, в принципе, многие художники ютубные, инстаграмные говорят о том, что, в принципе, школа художественная не особо что-то дает, она не особо нужна. Вообще, как бы, академический рисунок — это, конечно, все хорошо, но можно его обойти, можно как-то быстренько все это освоить и заниматься тем, что вам больше нравится. Как бы главным аргументом против художественных школ часто озвучивают то, что там заставляют бесконечно рисовать горшочки, яблочки, какие-то простые фигуры, бесконечные натюрморты из раза в раз, и как бы зачем все это нужно, если можно сразу взять картинку, которая тебе нравится, и начать ее рисовать. И, в принципе, онлайн-школы всякие по рисованию, которые я наблюдала, тоже зачастую начинают сразу с картинки с какой-то, вот скопируйте так, вот сделайте здесь так, этак, и у вас получится та картинка, которую вы видите. Это все, опять-таки, хорошо и отчасти верно. Но дело в том, что я могу объяснить, зачем нужны горшочки-яблочки на очень простом примере. Вот когда вы учите, например, иностранный язык, вы же не берете самую сложную, непонятную книгу и начинаете просто читать эту книгу. Ну, так или иначе, вы, конечно же, научитесь, потому что вы постепенно разберетесь в этом деле, постепенно вникнете вообще в алфавит, в грамматику, в синтаксис, пунктуацию нового языка. Но это все будет очень долго, тяжело. Но по факту вы прочитаете, например, какую-то книгу, которую вы хотели прочитать на этом языке. Да, это будет так. Но зачастую мы все-таки начинаем изучение иностранного языка с алфавита, потом с простых слов, потом с более сложных слов, потом мы начинаем вникать, как строятся предложения, как строятся слова, сложно сочиненные какие-то и так далее. То есть мы начинаем с самого начала. Да, возможно, там кто-то не сильно задерживается на первых фазах, но алфавит и какие-то основы все учат, потому что это основа. То же самое с горшками и яблоками. Это алфавит рисования. Их рисуют, потому что это очень простые формы, на которых можно объяснить, как вообще все устроено, как устроены техники, как устроены все тени, полутона, блики и так далее. То есть это очень простой язык, на котором можно начать вообще рассказывать, как устроен в принципе процесс рисования. То есть, когда вот вы бесконечно эти натюрморты рисуете, зачастую еще меняют разные фактуры всех вот этих горшочков, которые мы рисуем. То есть ставят и металлические, и стеклянные. Да, конечно, зачастую начинаются обычно глиняных, потому что они матовые, они такого обычно глухого цвета, их очень удобно рисовать, потому что очень просто. Там тень, полутень, возможно, небольшой рефлекс от яблока, и как бы все, там тон-полутон, как бы такая вот раскладка градиента по форме, она достаточно простая. Потом какую-нибудь более сложную форму ставят, потом там, например, стекло ставят, металл и так далее. То есть на очень простых вещах объясняют очень сложные вещи. Без понимания того, как ложится свет и почему он так ложится, почему здесь рефлекс, почему здесь должен быть полутон. Даже если вы его по сути не видите, иногда нужно какие-то вещи прорисовывать, потому что это подчеркнет форму, это вам поможет, это поддержит всю картину и так далее. То есть хороший художник, он рисует не прям так, как мне кажется, с натуры, он все-таки немножечко включает мозг и немного доделывает, он как бы соединяет то, как это должно быть, то, как нужно это изобразить, чтобы это выглядело интересно, живо, объемно с тем, что он видит. Да, конечно, есть художники, которые прям вообще фотографически переносят. Я их вообще не беру. Это отдельный жанр, я его не понимаю. Он есть, но я его совершенно не понимаю, и там вообще другие законы. Но когда вы начинаете сразу со сложного что-то рисовать, то есть, да, вы просто копируете. Но вы не понимаете, как это все устроено. Вы не понимаете, почему здесь тень, почему она здесь так пошла, почему где-то что-то отрефлексировала, почему так изогнулась, какая структура того, что вы рисуете, то есть особенно когда начинают сразу людей рисовать, то есть вы не понимаете, как это все внутри устроено, почему глаз вот в этом месте такой, а почему здесь такой горбик, потому что там, например, какая-то мышца проходит, какой-то слизняк, какая-то там, в общем, вы не понимаете, что внутри.
Да, вы рисуете оболочку, но вы не понимаете, что внутри, и ваша оболочка, ну, не всегда получается такая, как нужно, потому что чем глубже знание, чем глубже познание, чем шире то, что вы видите, тем лучше, потому что те художники, которые имеют такое вот классическое образование, они видят немного больше, то есть они понимают, как что устроено, почему здесь такой цвет, там такой цвет, как это все эти цвета сочетаются, потому что зачастую еще в художке изучают композицию. Это тоже важный момент. И композиция не только в расположении на листе, но и то, как цветовое решение принимать, как делать акценты, как перемещать это все дело. Это тоже очень важно. То есть понимать, как сделать картину так, чтобы там, то, что вы хотели, то, на чем вы хотели сакцентировать, чтобы оно было сакцентировано. Особенно, когда там вы, например, пейзаж рисуете. Всегда нужно понимать о том, какое количество планов у вас есть, там, второй, третий, первый, как их нужно рисовать, потому что на фотографии они могут быть вообще все видны. Но если вы сделаете это в картине, это будет, ну, не так симпатично, то есть будет казаться, что задний план вываливается на нас, как бы он не должен, он должен уходить в глубину. То есть вот это понимание глубины, перспективы, композиции, это как раз-таки прорабатывается все на этих самых горшочках и яблочках. Вот такой вот гигантский комплекс знаний, он как раз-таки и находится в этих, повторюсь, горшочках и яблочках, которые вы бесконечно рисуете. Да, это может показаться очень нудно, неинтересно, возможно, это сейчас как-то по-другому делают, но по факту мы это рисуем, и мы познаем постепенно то, как устроен мир рисования, какие там есть инструменты, как ими правильно пользоваться всеми этими инструментами, то есть как передать, как помочь фактурой, передать фактуру вашего горшка, потом, возможно, фактуру какого-нибудь платья и так далее. То есть это, по сути, букварь нашего рисования, потому что, когда мы начинали читать, мы тоже начинали с букв, мы начинали с простых слов, мама мыла раму, и дальше по усложнению. Мы не начинали сразу там Толстого читать, «Войну и мир». Ну да, если вы начнете ее читать, в конце вы точно научитесь, но какой сложный, тернистый путь вы пройдете, вы даже себе не представляете. Поэтому все вот эти школы рисования, которые начинают не с самого начала, а вот просто копируя, повторяя и копируя ту работу, которую они просто предоставляют, это, конечно, хорошо, но если у вас есть уже какие-то основы, то есть мне нравится, когда начинают с самого начала, с карандашиком рисуют шарики, пирамидки, квадратики и так далее, это тоже проходили, скорее всего, на графике, кто занимался и так далее, потому что вам нужно это все понимать. Если вы хотите по-настоящему научиться рисовать, видеть вот это большее, начать видеть рефлексы, блики и все прочее, нужно знать о них, нужно понимать, как они располагаются, нужно понимать, как это все устроено, и тогда будет вам счастье, как бы качество вашего рисования сразу вырастет. Это не может не повлиять на то, как вы рисуете. То есть даже если у вас уже есть какая-то определенная техника, вы научились более-менее по вот этим копированиям делать какие-то вещи определенные. Если вы туда еще добавите структуру, то ваше качество в разы вырастет. И вы будете делать все проще и легче, потому что ваш мозг будет понимать гораздо больше, он сразу будет видеть какие-то вещи, сразу направлять вашу руку после определенного количества, конечно же, повторений и какой-то теории и практики. Вы будете уже инстинктивно видеть какие-то вещи, поправлять сами себя. Вы сможете еще лучше себе давать фидбэк, более конструктивный, потому что, повторюсь, вы будете видеть больше, и свои ошибки вы будете видеть лучше, потому что, знаете, бывает такой момент, когда вот вы смотрите на картину, то, что вы нарисовали, и не понимаете, что с ней не так. Вот что-то не так, но что непонятно. Когда у вас есть база, вы понимаете, что вот здесь должно быть вот так вот, а вы нарисовали немножко иначе, вы там что-то куда-то переместили, вы слишком затемнили, вы слишком, наоборот, высветлили или еще что-то. Вот эти вещи, они вам подскажут, что у вас не так.
Так что я радею за базовое какое-то образование. Да, не нужно этим заниматься, например, как я, потому что я и в художке рисовала эти горшочки, и потом в училище рисовала достаточно долго, слишком долго, я бы сказала. Но какое-то время посвятить этим базовым вещам нужно обязательно, потому что, вы сделаете себе очень большую услугу. Вы заложите в себя очень хорошую, правильную структуру, которая вам будет впоследствии помогать. Если очень долго этим заниматься, то оно начинает мешать, а если чуть-чуть, то как раз будет самое то. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. Надеюсь, вам интересны мои размышления. Если интересно, так что подписывайтесь. До следующих видео. Пока-пока.